Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Очень приятно снова с вами видеться. Недавно Никольский монастырь принимал большую группу туристов и паломников с разных уголков России. С большим размахом здесь прошли традиционные Никольские дни. Большая ответственность лежала именно на вас. Вот скажите, как по вашей оценке обитель справилась с проведением такого масштабного фестиваля? Впервые вот за все это время мы принимали такое количество гостей, которые приехали к нам из Санкт-Петербурга, из других мест. Я знаю, что были паломники из Тихвина. И, конечно, для нас было очень ответственно, чтобы все прошло гладко, чтобы люди остались довольны. Но судя по отзывам, которые мы получаем в социальных сетях, на страничках, в интернете, мы видим, что людям понравилось. Значит, наша работа была не напрасная, она удалась. Конечно, нужно было сделать так, чтобы все поместились в храме. Надо было сделать так, чтобы все обязательно пообедали, подкрепили себя. Мы провели конференцию первую в нашем новом зале имени Александра Невского. То есть в целом, конечно, обитель справилась отлично, я могу сказать. И хочу еще раз поблагодарить, конечно, организаторов Никольских дней, которые доверили в этом году начать столь знаменитое и значимое мероприятие именно у нас в Старой Ладоге. И, конечно же, поблагодарить своих помощников, братьев, трудников, тех, кто к нам приехал, специально приехали паломницы в этот день, чтобы помочь нам разместить людей и сделать так, чтобы всем здесь было комфортно, уютно. Поэтому я считаю, что мы справились. То есть ваша оценка отлична? Да, это точно. Ну, давайте посмотрим репортаж с празднования фестиваля. Четвертый раз на фестиваль «Никольские дни» съехались паломники из Петербурга, жители обеих Ладог, волховчане, Сястройцы и гости из других городов. Никольские дни, посвященные перенесению мощей святителя Николая Чудотворца, стали уже традиционными для Санкт-Петербургской митрополии. В этом году они объединили Старую Ладогу и Новую Ладогу. Я приехал из города Санкт-Петербург в замечательный храм Никольский. Всем тем, кто сюда приехал, паломникам, туристам, желаю здоровья, обогащение внутренней души и напитаться много-много святой энергии. В организации события принял участие Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства Ленинградской области. Фестиваль проходит уже 4-й год, и такое название оно получило именно «Никольские дни на Ладоге». Поэтому Старая и Новая Ладога и во всех церквях сегодня Волховского района звучит божественная литургия, посвященная Николаю Чудотворцу. Я хочу пожелать всем в этот светлый праздник сохранить в себе вот это благодатное ощущение спокойствия и мира в душе каждого. Главное богослужение состоялось в соборном храме во имя святителя Иоанна Златоуста. В нем хранится главная монастырская святыня, частица мощей святителя Николая Чудотворца. В 2002 году она была принесена в монастырь из итальянского города Бари, где почивают останки этого великого Божьего угодника. Божественная литургия в престольный праздник 22 мая собрала около 500 человек. По окончании службы все желающие смогли присоединиться к обзорной экскурсии по обители, подняться на колокольню, где для гостей была предоставлена возможность звонить в колокола, а также посетить монастырский музей, который открыл свои двери несколько дней назад. Экспозиция рассказывает о времени возрождения обители. В числе уникальных вещей – расстрелянная икона Пресвятой Богородицы. В духовно-просветительском центре монастыря прошла конференция на тему «Александр Невский в иконописи». В 2018 году я первый раз приехал сюда паломницей. И в тот момент это место тронуло мою душу. И я очень счастлива, что я здесь нахожусь в такой праздник. Сегодня удивительный праздник. И солнце, и дождь, и при этом очень теплые отношения между людьми. Здесь встречают каждого паломника как родного человека. Также на территории монастыря были организованы зоны отдыха для гостей, выставка работ победителей и участников фотоконкурса Тихвинской епархии, концерт ансамбля «Невоморье». Мы приехали из Московской духовной академии, она находится в Троице-Сергиевой лавре.
Вот. Здесь представители разных курсов, и мы изучаем древнерусскую икону, ездим по музеям, копируем древние образцы, и вот здесь, собственно, представлены копии древних икон из разных городов. Мы используем технику яичной темперы, пишем натуральными пигментами, это природные минералы, разные виды глины. Вот. И, собственно, этим мы пишем иконы на досках, на дощечках, которые мы делаем сами, это называется таблетки. И видно, что работа идет, и игумен такой прям очень деятельный человек, администратор хороший, собирает народы. И люди, прихожан прямо много сейчас вот стояли в храме, людей очень много. И обитель прям процветает, и чувствуется, что развитие идет. И вот собираются такие выставки, нас привлекают, с Эгью Посада приехали, нас позвали, это очень приятно, накормили, напоили. И в целом очень чисто, красивый и опрятно. Монастырь прямо в нужном русле движется. В этом году отмечается 800-летие князя Александра Невского. Его изображение отправилось на стилизованной ладье по волнам Седого Волхова до Новой Ладоги. Я всех сердечно поздравляю с памятью великих святых, святителя Николая Чудотворца, и с днем, с годом 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. И сегодня, конечно, необыкновенный день торжеств на Ладоге. И, вы знаете, в этот день совершилось чудо. Нам дали на время крестного хода икону святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры с частичкой мощей. И, конечно, это необыкновенно, это впервые за 4 года, когда существуют Никольские дни на Ладоге. В час дня начался окрестный ход от стен Староладожского Никольского монастыря и до урочища Сопки, где находится курган Вещего Олега. Паломники проследовали этот путь пешим ходом. Дальнейший путь участники крестного хода проехали на автобусах. Братья обители очень ответственно подготовились к этому масштабному событию. Мы едины в желании сделать так, чтобы верующие люди с пользой для души провели время в нашем монастыре, помолились, подали поминовения за своих близких, увезли в своем сердце частичку теплоты Старой Ладоги, отметил настоятель Староладожского мужского Никольского монастыря игумен Филарет. Я принимала участие в нескольких ходах крестных. Ну вот этот масштабный очень. Я очень рада и благодарна Богу, что Он меня привел сегодня сюда, что я участвую в этом крестном ходу. И рада за всех людей, которые здесь идут. И славлю Бога и благодарю за все Бога, потому что сейчас без Него никуда. Слава Богу, что мы собрались здесь, и что мы идем. Усталости не чувствуется, задор такой. И, не знаю, нет слов. Хочется, знаете, вот взлететь и порхать вместе с птицами от такого вот масштаба. Особые слова благодарности организаторам за возможность участия в многолетней духовной традиции, прославляющей память о святителе и чудотворце Николае. На самом деле Никольские дни для нас стали испытанием, и действительно монастырь, братья, те, кто трудился, достойно приняли наших гостей, совершили божественную литургию, совершили крестный ход и прославили Николая Чудотворца, престольный день, который мы сегодня отметили 22 мая. Благодарим всех, кто потрудился, всех, кто молился, и снова ждем в гости к нам в Староладожский Никольский мужской монастырь. С праздником! В этот же день, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в Волховском районе открылась часовня святого святителя Николая, архиепископа Мирликийского. И очень отрадно, что наш Староладожский Никольский мужской монастырь не остался в стороне от этого события. Вы подарили иконы часовни, и местные жители очень благодарны за это. Что можете им сказать? Конечно, хочется пожелать в добрый путь сказать такие слова. И если эта часовня, может быть, памятник той обители, которая в советское время была утрачена, хочу пожелать, чтобы, наверное, эта часовня была не только памятником, но еще местом, где бы возносилась молитва людей. Если эта часовня необходима для жителей, то начинание, которое сделано, труды инициативной группы, людей небезразличных, я думаю, что это не пропадут. Поэтому с Богом, добрый час, и чтобы там люди здесь на душой оттаивали и получали пользу. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет с открытия часовни.
Ну а далее перейдем к ответам на вопросы наших телезрителей. 22 мая в поселке Волхов Бережковского сельского поселения в день памяти святителя Николая Чудотворца в часовне святого святителя Николая архиепископа Мирликийского, построенной на месте древнего Никольского Гостинопольского монастыря, протоиереем Сергием Никоновым была проведена первая служба за долгие 80 лет. Напомним, что с 1935 года церкви уже не были действующими, а в годы Великой Отечественной войны Никольский погост служил приютом для раненых детей и женщин, прятавшихся в подвале и строениях погоста от налета авиации. Его трагический финал наступил в 1942 году. Памятник, стоявший прямо на берегу Волхова на линии фронта, был взорван нашей стороной из временных тактических необходимостей лишить противника ориентира при налетах на оборонные объекты. Он принесен жертву ради победы. Бережковское историко-краеведческое общество благодарит общественную организацию «Волховский фронт», при поддержке которой в часовне доделан потолок, произведен ремонт входных дверей, восстановлено и обустроено перилами крыльцо, сделана отделка крыши. Свято-Троицким Зеленецким монастырем, Никольским мужским монастырем, приходом церкви Успения Пресвятой Богородицы города Сясьстрой, приходом церкви Илии Пророка в микрорайоне Плеханово, часовне святого святителя Николая архиепископа Мирликийского подарены иконы. Храм Святой Живоначальной Троицы деревни Иссад подарил купол, аналой, лампады и другие предметы обихода, необходимые для часовни. Сегодня праздник Святого Николая. Святого Николая знают все, не только православные, не только христиане, но весь мир. Наверное, мало где найдешь человека, чтобы не знали люди Святого Николая. Самые яркие примеры Святого Николая, когда он помогал бедной вдовице, точнее не вдовице, а бедному вдовцу, который хотел отдать своих дочерей на скверный брак, скажем так. В нашем понимании это такое совсем не очень хорошее дело. И вот он явился и помог им, раздал мешочки с золотом, и чтобы их личная жизнь не устроилась. Воскресил умершего моряка, который упал с мачты на палубу. Остановил незаконную казнь осужденного человека на смерть. Проведение первой службы вовсе не означает, что работа общества на этом памятном месте окончена. Наоборот, все только начинается. Отец Филарет, пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Их, как обычно, поступает большое количество. Вопрос от жителя Волховского района. Скажите, пожалуйста, когда планируется открытие часовни Иоанна Предтечи в Ивановском острове? Ведь она приписана к Никольскому монастырю. Ну, к Никольскому монастырю приписано еще несколько храмов, да, мы помним, это храм Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе, это Чернавино, храм Василия Кисарийского, ну и, конечно, часовня Иоанновского острова. Что мы сейчас делаем в этом направлении? В прошлом году, если я не ошибаюсь, там были проблемы с крестом, сгнил основание креста на куполе, поэтому крест у нас готов, его только надо будет привезти в монастырь. А второе, мы занимаемся сейчас оформлением, потому что часовню необходимо оформить, она, так сказать, была бесхозной, ее сельская администрация забрала себе, а сейчас нам необходимо ее взять, так сказать, на баланс монастыря. После этого можно говорить уже о том, когда мы ее откроем, как будут там совершаться богослужения. Но самое главное, чтобы была отдача от людей, чтобы людям это было необходимо. Может быть, священник будет ездить какие-то там раз в месяц, там раз в 2 недели, совершать молебны, встречаться с жителями. Если это необходимо, всегда можно написать, приехать, поговорить, мы всегда готовы. Поэтому работа ведется, мы часовню не забыли, но не все так быстро, как хочется. Вот раз люди обращаются, значит, потребность все-таки имеется у людей. Так, следующий вопрос. Галина обращается. В нашем трудовом коллективе есть очень суеверный коллега, который поверит в разные приметы. Ключи на стол не клади, соль не рассыпай, это к соли. Когда возвращается домой, обязательно посмотри в зеркало и так далее, и так далее. Мы считаем это глупостью. Скажите, как нам уйти от суеверия, ведь на дворе 21 век? Слово «суеверие», оно все, как бы все раскрывает проблему этого вопроса. Вера в пустое. Суе – пустота, суе – вера, понятно, вера в пустое. Люди верят в разные вещи, в пустые ведра, в черные кошки, но, к сожалению, не верят Господу Богу. Но если бы мы с вами по-настоящему были верующими христианами, то мы бы понимали, что наша жизнь зависит не от каких-то бездушных предметов, обычаев, ненужных вещей,
А наша жизнь зависит от Господа Бога, и это, конечно, от нас, потому что мы многое должны делать сами. Человек стремится к спасению, человек стремится к деланию добрых дел. Поэтому надо желательно, чтобы все эти суеверия уходили из нашей жизни, потому что это вера в пустое, в пустоту. Поэтому в наш просвещенный век мы должны прекрасно понимать, что есть закономерности, есть законы природы, есть многое, что у нас человек открыл за последние столетия. Поэтому не надо верить в пустое, в пустоту не надо То верить. есть никакого отношения к христианству это не имеет. Безусловно. Мгм. Геннадий из Красноярска спрашивает. Моя бабушка не обращается к врачам, лечится народными средствами, делает отвары из трав. И что самое интересное, во время приготовления отваров она читает над ними молитвы. Говорит, что заговоры имеют целебную силу. Скажите, на самом ли деле слово имеет целебное свойство? Вы знаете, вопрос в том, что заговор, само слово по себе что-то означает, уговаривать. И я бы хотел вас отнести в древние времена, когда еще люди не могли свою жизнь представить без шаманов, без гадателей. И вот основная задача шамана была уговорить духа болезни, да, уговаривать духов сделать так, как хочет человек. Для этого нужно было приносить или жертвы, или вообще выполнять какой-то ритуал. Поэтому это все, конечно, язычество, когда мы говорим о заговорах, о гадалках и все прочее. Что касается лечения травой, это то, что дал Господь. И если собирается какой-то сбор, и полезный сбор, мы знаем медицинские показатели и прочее, то, конечно, человек может этот чай заваривать и пить. Если человек приготовляет этот чай и читает молитву «Отче наш» без искажений, без добавления различных лишних слов, то это не заговор. Если это читается правильная православная молитва, и человек с душой, с верой хочет, чтобы кто будет использовать этот травяной настой, да, получал какую-то, значит, помощь и поддержку. Поэтому тоже, пожалуйста, надо быть аккуратными в этот момент, в этих моментах, потому что заговоры это тоже не христианское, не православное понимание. То есть вопрос, что в молитве вставляется предложение, которое и отвечает вот этому слову заговор. Вот это самое, самое нехорошее. Поэтому, если читается простая молитва без всяких, то, конечно, без всяких добавлений, то почему бы нет? Нужно различать, получается. Обязательно, да. Так, обращается Татьяна из Подмосковья. В Священном Писании говорится о том, что Бог всемогущ. Если это действительно так, то почему болеют и страдают дети? Почему Бог это допускает? Бабушка на этот вопрос мне ответила так. Бог говорит, кого люблю, того и наказую. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, во-первых, кого люблю, того наказую, сказала не бабушка, а написано в Священном Писании. Это раз. Второе. Господь действительно всемогущий. Но есть одна вещь, которую Он делать не будет. Он никогда не покушается на свободу выбора человека. Господь сотворил человека свободным существом. И уже здесь от человека зависит, примет ли он Господа или не примет. Будет ли он жить по заповедям или будет жить по тем нормам, которые приводят его к несчастьям, потерям, болезням и прочее. Потому что когда человек злоупотребляет своим здоровьем, он здоровье в свое время когда-то потеряет. Да, наткнувшись на какие-то неизлечимые болезни, допустим. Это законы природы, которые, мы верим, установил Господь. Что касается вопросов справедливости, и почему умирают совершенно неповинные дети, ни в чем, страдают люди обездоленные или старики, я хочу сказать, что это вопрос философский, с одной стороны, с другой стороны, все очень просто. Мы приходим в этот мир уже смертными. Вот такой закон природы, поэтому умирать могут и дети. Почему это происходит? Здесь тоже надо смотреть на родителей. Потому что ребенок – это дар Божий. И если что-то случается в семье, значит, люди взрослые не уберегли, значит, люди, а может быть и недостойны этого дара. Вот. Поэтому вопрос тут нельзя сказать однозначно, почему. Господь нас сотворил свободным, еще раз хочу сказать. Господь подарил нам этот мир. Только человек, к сожалению, человек унижает друг друга, человек убивает друг друга, человек нарушает законы природы и прочее, прочее. То есть здесь вопрос в том, что в нашем мире нет ничего случайного, и мы люди свободные.
А страдание, смерть – это то, что идет рядом с человеком, и мы ничего не можем сделать. Вопрос другой, как перенести потерю ребенка или любимого человека, как перенести несправедливость или какие-то лишения. Господь Христос, и наш Иисус Христос, конечно, научает нас это все переносить с терпением, с пониманием и с научением, потому что любая жизненная ситуация – это жизненная школа, которую мы должны или пройти, или не пройти. Значит, все, что не происходит, это не случайно. Конечно. Следующий вопрос от Марии из Петербурга. Однажды в разговоре с сестрой она мне заявила о том, что если она вдруг умрет, то хочет, чтобы ее кремировали. Она крещеная. Я категорически против этого, ведь это не по-христиански. А скажите, как церковь относится к этой процедуре? Давайте с вами вспомним языческие времена, вообще языческий мир, в который пришел Христос. Что происходило? Во что люди верили? Какие у них были обычаи, ритуалы? В языческой культуре сжигать человеческое тело было нормой. Почему? Потому что было специальное учение, закоренившееся учение, кстати говоря, и в ряде направлений греческой философии оно существует, что тело есть зло. Вообще материя есть зло, а тело темница для души. Поэтому тело не любили, поэтому телу не придавали никакому значения, поэтому его сжигали как ненужную вещь. Совершенно другое отношение в христианстве возникло именно тогда, когда христианство вошло в этот мир, когда пришел Христос. И по образу Христа тела христиан стали погребать. Вот вспомните, как Господа, его просто похоронили в пещере, завалив камнем вход. Вот. Но предавать земле, это обычай пошел именно со времен Христа. Поэтому христианство, можно сказать, возвысило вообще обряд погребения и отношение к телу усопшего человека. Но в христианстве еще есть одно очень важное дело и понимание, да, то, что в нас живет Святой Дух. И апостол Павел говорит: братья, неужели вы не знаете, что вы все церкви, вы все храмы Духа Святаго. Поэтому благодать, живущая в человеке, она как бы пронизывает и наши тела. Поэтому есть такой обычай в христианстве, с древних времен пошел, когда совершали поклонение, чествование останкам святых, угодников Божьих. Это тоже очень глубокий христианский подход, значит, к отношению к телу человеческого. Что касается ее желания, то, конечно, сегодня церковь, конечно, не одобряет эти моменты, но, вы знаете, еще экономический вопрос, потому что люди сейчас у нас живут очень, очень бедно, и бывает так, что вот провести вот этот обряд, значит, провести дешевле, чем сделать похороны, купить место на кладбище. У нас же сегодня такая. В крупных городах. Поэтому, вы знаете, если даже что-то произошло в этом плане, то, конечно, мы совершаем и панихиды людей, которые вот кремировали, мы совершаем и отпевания. Конечно, нежелательно, потому что все-таки не наша традиция, не наш обычай, но иногда жизнь вносит коррективы, на которые должны обращать внимание. Поэтому вот так ответил бы на вопрос. Спасибо. Александр из Волхова пишет. Несколько лет назад со мной произошел такой случай. Мне приснилась моя покойная бабушка. Она меня предупредила, чтобы в этот день я не садился за руль. Я прислушался к ее совету. На той дороге, где я должен был ехать, в этот день случилась страшная авария. Скажите, это могло быть совпадением или все-таки сон был предупреждением? Как можно ответить на этот вопрос, но тоже подойти нужно к нему, наверное, издалека. Конечно, есть сны естественные. То, что человек отдыхает ночью, и та информация, которую он часто получает, она вызывает какие-то сновидения. До конца, по-моему, если не ошибаюсь, ученые так и не ответили на вопрос, что же такое сон. Да? Что касается таких снов, через которые нам что-то бывает, они очень-очень редкие. Вспомним, пожалуйста, время Рождества Христова, когда Богомладенец Господь родился, то Иосифу во сне приснился ангел, который сказал: бери жену и ребенка и бегите в Египет, потому что его хотят убить. Есть такие моменты, когда Господь, возможно, для какого-то вразумления во сне посылает что-то увидеть. Но мы не должны этим жить, мы не должны на этом строить свою жизнь, почему? Потому что человек уходит от реальной жизни. Вот что-то приснилось, вот он начинает это все перерабатывает.
и прочее, прочее. Могло бы это предупреждение быть, не знаю, может быть, все-таки это совпадение. Хотя совпадений в жизни не бывает. Поэтому будьте аккуратны к снам, во-первых. Во-вторых, нельзя уходить от реальности, потому что часто сны бывают обманом. А некоторые люди обращаются к сонникам. Да, вот это тоже язычество, это тоже религия, некая религия, у которой есть сонник, своя Библия, да. Человек должен вести определенно и прочее, прочее, своя идеология. Поэтому мы, христиане, все-таки относимся к такому явлению, как сон, как говорил Иоанн Златоуст. Сон подобен волне. Пришел волна и ушла, пришел сон и ушел, и никакого. А мы живем в действительности. Поэтому То есть серьезно не нужно относиться к этому. не надо на этом зацикливать и всю свою жизнь направлять только на сны. Вот так бы я сказал. Отец Филарет, в конце передачи я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям в преддверии великого церковного праздника Вознесения Господня. Вот расскажите немного о самом празднике, его обряды и традиции, и вот чем принято заниматься в этот день, и чего делать не следует. Как любой праздник, 12-й праздник, он предполагает, что верующий человек обязательно посетит храм Божий. Более того, человек в 12-й празднике, христианин, верующий, должен обязательно подходить к исповеди и причащаться тела и крови Христа. Что касается праздника Вознесения, то это, да, один из 12 дней. Он завершает пасхальный цикл. И об этом событии написано в Священном Писании, когда Господь возносится на небо от земли. А духовный смысл этого события сводится к тому, что Господь не только осветил тело человека, став человеком, а Он еще человека посадил рядом с собой. Да? Более того, Он тело человеческое вознес, и как сказано, что Господь сел одесную справа от своего Отца в человеческом теле. Поэтому мы говорим о том, что, идя по жизни, конечно, мы стремимся к обожению, мы стремимся к чистоте, чтобы быть подобным, похожим на Господа хотя бы в чем-то. Поэтому, конечно, в этот день праздник придите в храм, помолитесь, подумайте о своей душе. Вот так бы я сказал. Отец Филарет, огромное вам спасибо за встречу, было, как всегда, интересно. Дорогие друзья, напомню, что вы смотрели передачу «Беседы у камина». Если у вас есть вопросы, задавайте их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или на странице Волхов ТВ. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.